Сатураторы, биткрашеры, дисторшены всегда были верными спутниками наших миксов. Но так ли они актуальны на сегодняшний день? Давайте разбираться. Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется погрузиться в микс и немного с ним поработать. Определенно в миксе очень слабый бас. Мы это сейчас исправим. Но для начала послушаем его отдельно. Бас сам по себе неплох, но нам определенно нужно его усилить, добавить ему энергии, добавить некоторой агрессии, чтобы он лучше прослушивался в миксе, а также усилил низкочастотную область частотного спектра. Чтобы это сделать, мы воспользуемся дисторшеном, и в качестве дисторшена сегодня у нас будет Dewaster. Пока ничего не понятно. Солируем канал. Попробуем пресеты. Мне кажется, нужно открыть браузер и выбрать что-то более подходящее здесь. Выбираем Distortion, Intense и Bases. Это что-то уже интересное. Вернемся к Bass Pickup и немного его подстроим. В Dewaster в нашем распоряжении есть диодный клипер, есть модуль контроля динамики и 3 фильтра, расположение которых мы можем видеть на вот этом графике. То есть здесь у нас сначала идет первый фильтр, потом он попадает в клипер, а потом в параллели работают второй и третий фильтры. Мы можем выбрать другое размещение элементов сигнальной цепи, но, мне кажется, этот вариант сработает для нас. Дальше, что мы сделаем, это немного ослабим влияние шейпера, увеличим выходную громкость, FX на максимум. Все-таки мы работаем с параллельным каналом. Характер дисторшена мне нравится, но попробуем сделать его более жестким. Это уже чересчур. Мы можем выбрать другие варианты дисторшена, но этот мне нравится. Хорошо, теперь переключимся на другие типы фильтров. Вы видите, что для первого фильтра установлен High Pass, для второго Band Pass и для третьего тоже Band Pass. Это нам точно не подходит. Для первого фильтра мне нужен High Pass фильтр, который мы выкрутим немного ниже. Я срежу только самые низкие частоты баса. Совсем другое дело. Третий фильтр пока отключу, а на втором фильтре выберем опцию High Pass. Резонанс я выкрутил в 0. Просто срезаю низкие частоты. Отлично. Третий фильтр нам здесь не понадобится. Послушаем вместе с басом. Слишком громко.
Вот так бас звучал изначально. А так он звучит с дисторшеном. Но мы сможем определить, какая громкость нужна басу, только лишь послушав его в миксе. Послушаем без параллельного канала. Намного более скучный и недостаточно полнотелый звук микса. А теперь совсем другое дело. Что ж, с девейстером все понятно. Давайте двигаться дальше. Следующий инструмент, который я хотел бы немного украсить, это будет пианино. Послушаем его. Теперь в миксе. В миксе пианино звучит хорошо, но я хочу выбрать для него несколько другой характер. Чуть более перегруженный, чуть более интересный. Хочется какой-то динамики, какой-то живости. В общем, хочется чего-то впечатляющего. Откроем на пианино редоптер. Немного лампового дисторшена для пианино не помешает. Здесь зайдем в меню пресетов, выберем Keyboards и посмотрим, что нам может предложить плагин. Первый пресет и уже отличный звук. Слишком темный, слишком яркий, слишком клавинет. Нет, вернемся к Back Scratcher и послушаем, как он будет работать в миксе. С редоптером пианино намного лучше читается в миксе, мы можем прослушать каждую ноту, каждый акцент, и это очень хорошо. Этот плагин действительно позволяет выделить звучание инструмента в миксе и сделать так, чтобы фокус внимания слушателя находился не где-то по сторонам, а был сфокусирован на конкретном выбранном нами инструменте. Послушаем до обработки и после. Кратко пройдемся по отдельным модулям плагина. В левой части графического интерфейса у нас есть фильтр, который позволяет срезать лишние низкие и высокие частоты в начале сигнальной цепи. Дальше в нашем распоряжении есть преамп, который позволяет немного подгрузить сигнал, после чего это все попадает в самый главный модуль Tube Drive, где происходит насыщение сигнала ламповыми гармониками. Все привычные регуляторы, tone, body, brightness, ничего необычного. И дальше полученное звучание мы можем дополнительно профильтровать с помощью параметрического эквалайзера. Ну и, конечно, как в любом хорошем дисторшене, как в любом хорошем сатураторе, в нашем распоряжении есть лимитер, который позволяет на выходе плагина ограничить слишком яркие пики, чтобы
Ни наши динамики не пострадали, ни наши уши. Вы можете заметить, что в случае с пианино мы добавили эффект совсем немного, то есть по большей части мы слышим необработанный сигнал, но легкая сатурация или нелегкая сатурация к сигналу добавляются и делают его более сочным. Этот плагин очень хорошо работает на гитарах, на вокалах, но сегодня я решил показать вам его на пианино. И последний, но не менее интересный на сегодня инструмент — тамбурин. Хочу, чтобы вы его послушали. Друзья, сегодня мы разыграем 4 подарочных купона, которые вы сможете обменять на любой плагин D16 из пакета Silverline. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно подписаться на наш канал на YouTube, а также в комментариях под этим видео оставить ответ на вопрос, на каких инструментах вы в последний раз использовали ламповый дисторшн и для какой цели. Напоминаю, что в розыгрыше будут участвовать комментарии только под видео на YouTube, поэтому оставляйте их именно там. Время проведения розыгрыша мы дополнительно объявим в нашем сообществе на YouTube. Пока совсем непонятно, что с тамбурином не так. Давайте послушаем его вместе с группой барабанов. Теперь явно слышно, что тамбурин несколько проваливается в миксе. Ему следует добавить некоторое количество энергии, чтобы он лучше поддерживал общий грув всей барабанной установки. Чтобы решить эту проблему, мы воспользуемся бит-крашером, самым неочевидным инструментом для решения подобных задач. В качестве бит-крашера мы возьмем Decimort. Послушаем его. Классный звук, но не для этого микса. А вот это уже неплохо. Мы добавляем тамбурину тело и делаем его более заметным. Попробуем добавить джиттера. И попробуем уменьшить разрешение. Уменьшая разрешение, я тем самым несколько усиливаю тело. Мы, конечно, теряем в высоких частотах, но грув становится более таким насыщенным. Немного добавим усиления на преампе. И добавим дизеринг. Хорошо. Теперь с помощью ресэмплера я определяю, какое количество высоких частот будет в тамбурине. Кстати, здесь с помощью approximation фильтра и image фильтра мы можем убрать практически весь алиасинг. Approximation фильтр делает это до ресэмплера, а image фильтр делает уже после ресэмплера. Более шершавый звук. А теперь немного более стабильный. И да, я слышу это даже через шапку. Прекрасно. Послушаем до обработки.
совсем другой звук тамбурина. А теперь более злой, более низкий, более дерзкий. Мы бы могли использовать дополнительный фильтр, чтобы как-то это все сбалансировать, но я думаю, что нам будет достаточно изменить значение регулятора FX, выбрав хорошее соотношение между обработанным и необработанным сигналами. Прекрасно, послушаем до обработки и после. Мне это нравится. Послушаем с другими барабанами. Теперь тамбурин звучит более выразительно. Послушаем до обработки и после в миксе. Мы слишком сильно не исказили тамбурин, в миксе он звучит как звучал, но появилась дополнительная энергия, которая подчеркивает и так очень хороший грув барабанов. Теперь давайте послушаем все это в миксе с другими инструментами. Прекрасно. Тамбурин отлично прослушивается, бас звучит хорошо и массивно, а пианино очень хорошо впивается в уши и заставляет меня обращать на него особое внимание. Что ж, ребята, без лишних слов понятно, что сатураторы, дисторшены, биткрашеры и прочие утяжелители, уничтожители и окрашиватели звука остаются актуальными до сих пор и будут актуальными еще многие-многие годы. На наш с вами век точно хватит. Большое спасибо за внимание. Увидимся завтра. Плывите к звуку.